Пожалуй, самой известной ролью турецкого актера Халита Эргенча является роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Однако в его фильмографии есть и другие не менее интересные проекты. Многим поклонницам актера интересно узнать, как складывается карьера и личная жизнь Эргенча после завершения его работы в «Великолепном веке». Если вы одна из них, тогда смотрите это видео до конца. Я расскажу все подробности биографии Халита Эргенча, которые мне только удалось найти. Халит Эргенч родился 30 апреля 1970 года в Стамбуле в семье известного певца, композитора и актера Саита Эргенча, поэтому все его детство проходило в творческой атмосфере. Родные и друзья ожидали, что Халит пойдет по стопам своего отца, однако, закончив школу, парень решил попробовать себя в совершенно другой области и поступил в Стамбульский технический университет, где изучал судостроение. Но обилие технических дисциплин быстро погасило энтузиазм Эргенча, и уже через год он поступает в университет Мимара Синана на музыкально-драматическое отделение. Там он обучается оперному пению, однако снова понимает, что это не совсем то, к чему лежит его душа. Параллельно он берет уроки танцев и актерского мастерства. Следует сказать, что студенческие годы были непростым периодом в жизни Халита. В интервью актер вспоминал, что постоянно испытывал нехватку денег, из-за чего вынужден был подрабатывать оператором и преподавателем танцев. Этими деньгами он платил за квартиру. Эргенч ездил на велосипеде и высчитывал каждую копейку, которую он мог потратить в столовой. Но вскоре все изменилось. Сначала он получил работу у певицы Айше Пекан. Халит был у нее вокалистом и танцором, а в 1996 году его приняли в театр Дармен, где он получил свою первую главную роль в мюзикле «Король и я». В том же году состоялся и его дебют на телевидении в сериале «Черный ангел». Но больших ролей на ТВ начинающему актеру еще не давали, поэтому он продолжал играть в театре, параллельно появляясь на второстепенных ролях в фильмах и сериалах. Эргенч даже успел поработать в США. В течение 1,5 лет он выходил на сцену Нью-Йоркского театра в мюзикле «Приключения Зака», однако вернулся в Турцию, чтобы поставить собственный мюзикл. После возвращения на родину Халит продолжил работать в театре и сниматься в турецких проектах. Его можно было увидеть в фильме «Почерк смерти», а также сериалах «Няня», «Дедушка Гофрет и я», «Следы на пляже», «Зерда» и многих других. Эти роли не приносили актеру большого успеха, однако давали бесценный опыт. С 2004 по 2006 год Халит снимался в сериале «Алия», играя персонажа по имени Синан Карахан. В 2005 он принял участие в полнометражном фильме «Отец и сын», а в следующем году актер появился сразу в 3 проектах: в детективе «Сеть 2.0», триллере «Трамвай» и комедийной драме «Первая любовь». Но настоящим прорывом в карьере Халита Эргенча стал сериал в жанре романтической комедии под названием «1001 ночь». Его партнершей была очаровательная Бергюзар Корель, которая покорила сердца не только зрителей, но и самого Халита. Но об этом я расскажу чуть позже. Герой Эргенча, Анур Аксал, властный совладелец строительного холдинга, который по щелчку пальца может решить любую проблему. Он берет на работу талантливого архитектора Шехразад в лице Бергюзар и влюбляется в нее. Однако не подает виду и всячески придирается к девушке. В жизни Шехразад наступает момент, когда она вынуждена любыми способами найти огромную сумму денег, чтобы спасти жизнь своему сыну. Она обращается за помощью к Ануру, не рассказывая ему правду. Анур решает проверить продажность Шехразад и говорит, что готов дать ей нужную сумму, если девушка проведет с ним ночь. Сериал был тепло принят зрителями и получил целых 3 сезона. Его показывали в 23 странах, после чего актеры, сыгравшие в нем главные роли, приобрели огромную популярность и обзавелись фанатами по всему миру. А Халит Эргенч за свою работу в этом проекте был отмечен премией «Золотая бабочка». Далее актер снялся в нескольких полнометражных фильмах. Его можно было увидеть в драме «Машины революции» и в мелодраме «Горькая любовь». А в 2010 году Эргенч перевоплотился в самого Мустафу Кемаля Ататюрка в историческом фильме «Наш урок Ататюрк».
съемок. Правда, если не знать, что главную роль в картине исполняет Халид, сразу можно и не признать актера под толстым слоем грима. Кроме того, он сыграл одну из главных ролей в драме «Гость». Еще одним ключевым проектом фильмографии Халита Эргенча стал сериал «Великолепный век», который вознес его на новую высоту в карьере. На экране Халид предстал в образе 10-го султана Османской империи Сулеймана Великолепного. Он считается величайшим султаном из династии Османов. При нем атаманская порта достигла апогея своего развития. В Европе его чаще всего называют Сулейманом Великолепным, а в мусульманском мире – Сулейманом Кануни. За развитием отношений между Сулейманом и его наложницей Хюррем пристально наблюдали зрители по всему миру в более чем 50 странах, а дворцовые интриги и хитросплетения сценария держали всех в напряжении до самого финала. В Турции сериал был разбит на 4 сезона, но в других странах количество сезонов могло отличаться. Например, в России серии распределили на 5 сезонов. Кстати, о Мерьем Узерли, сыгравшую роль Хюррем, я уже делала видео на моем первом канале. Можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. «Великолепный век» стал самым дорогим и масштабным сериалом Турции в свое время. На его производство было потрачено почти $2 миллиона, и большая часть из них ушла не на гонорары актерам, а на декорации и потрясающие костюмы персонажей. Съемочная группа трудилась по 12, а то и 16 часов в сутки, стремясь не сбиться с телевизионного графика. А художники по костюмам и декорациям тщательно следили за исторической достоверностью находящихся вещей в кадре. Такой скрупулезный подход всех без исключения членов команды дал свои плоды в виде огромных рейтингов и безмерной любви зрителей. Все актеры, принявшие участие в данном проекте, получили огромную популярность, и за их жизнью и творчеством поклонники с интересом следят и по сей день. Как я уже сказала, съемочный график был очень плотным, поэтому возможности принимать участие в других проектах у Халита Эргенча не было. Но вот после финала «Великолепного века» актера можно было увидеть в военной драме «Али и Нино», рассказывающей историю любви азербайджанца-мусульманина Али и грузинки-христианки Нино. А также он сыграл одну из главных ролей в драме «Красный Стамбул», где его партнерами по площадке стали Туба Бюйкюстюн, Неджат Ишлер и Мехмед Гюнсюр. С 2016 по 2018 год Халит Эргенч играл главную роль в сериале «Моя родина – это ты», а компанию ему снова составила Биргюзар Карель. В сериале рассказывается о последних годах Османской империи и войне за независимость Турции. Герой Халита – доблестный солдат Джевдет, заботливый отец, любящий муж, хороший сын. Величайшая сила Джевдета и одновременно его самая большая слабость – верность долгу. В 2019 году Эргенч опять встретился на одной съемочной площадке с актрисой Нур Фетахоглу. Она сыграла Махидевран Султан в «Великолепном веке». Их объединил проект под названием «Вавилон». Профессор экономического университета Ирфан решается на мошенничество с недвижимостью, чтобы вылечить своего сына от тяжелой болезни. Вместе с другом он проворачивает эту авантюру, но вот только они не знали, что зашли на территорию мафии, и теперь их разыскивает не только полиция, но и разъяренные мафиози. Другие роли в сериале сыграли Аслы Энвер, Бирдже Алакай и Азан Гювен. Проект получил 2 сезона. Личная жизнь. Как-то в интервью Халид говорил, что в молодости был весьма ветреным и даже признавался, что опасался повторить судьбу своего отца. Он был женат 5 раз. Но, к счастью, актер вовремя встретил ту единственную, которая затмила всех остальных женщин. Хоть и произошло это не с первого раза. Халит Эргенч женат дважды. Его первой избранницей стала молодая студентка по имени Гизем Сойсалди. Девушка также выбрала для себя профессию актрисы, училась в одной известной актерской студии, а после стала сниматься на турецком телевидении. Халид и Гизем поженились в 2007 году, однако счастье длилось недолго. Уже через год актер подал на развод. Бракоразводный процесс прошел тихо и без скандалов. В СМИ писали, что это благодаря отступным Эргенча. Он выплатил бывшей жене около $180 тысяч, чтобы уладить все мирным путем. Те же СМИ писали, что на момент развода Гизем была беременна, но сделала аборт, узнав о решении мужа развестись с ней. Однако подтверждение
Подтверждения данной информации в надежных источниках я не нашла. А зная, как турецкие мужчины относятся к своим детям, независимо от того, в каких отношениях они находятся с матерью ребенка, становится сложно поверить, что такое могло быть на самом деле. Что касается причины, по которой актер развелся со своей первой женой, то она оказалась довольно банальной. Он влюбился в свою партнершу Биргюзар Карель, с которой в тот момент снимался в сериале «1001 ночь». Стоит сказать, что Халид и Биргюзар были знакомы давно. В возрасте 20 лет Эргенч познакомился с родителями Карель и даже некоторое время работал с ними. Биргюзар в то время была еще совсем ребенком, ей было около 8 лет. Позже они несколько раз пересекались на различных мероприятиях, но только на съемочной площадке совместного проекта между ними возникла химия. Довольно быстро об их романе узнали все. Впрочем, актеры и не скрывали свою увлеченность друг другом. Как только Халид окончательно оформил развод, они с Биргюзар сыграли свадьбу. Это событие состоялось 7 августа 2009 года. На свадьбе они решили не экономить и пригласили на торжество около 350 гостей. Халид и Биргюзар устроили настоящий праздник и разделили свое счастье с родными людьми и друзьями. Празднование прошло в Стамбуле. Невеста выбрала для себя белое пышное платье, а жених облачился в классический смокинг. Молодоженов окружало множество цветов, а в конце мероприятия в небо Стамбула взлетели разноцветные воздушные шарики. 9 февраля 2010 года у пары родился первенец, которого назвали Али. Актер был на 7-м небе от счастья, и вот как он отзывался о своих отношениях с Карель после нескольких лет брака. «Биргюзар занимает особое место в моем сердце. Нам просто суждено было быть вместе. Она для меня тоже, что и Хюррем для Сулеймана. Свою жену я люблю больше всего на свете. Конечно, все иногда ссорятся, у нас тоже были некоторые проблемы, но мы решили их с помощью семейной психотерапии». 8 марта 2020 года в семье Халита Эргенча произошло пополнение. Биргюзар родила мужу второго сына, которого назвали Хан. Халид Эргенч сегодня. Сегодня все события в жизни актера сосредоточены вокруг его семьи, ведь в данный момент Халид Эргенч и его жена ждут еще одного ребенка, на этот раз девочку. Срок беременности Биргюзар уже довольно большой, так что, возможно, к моменту выхода этого видео появятся новости о том, что Халид и Биргюзар стали родителями в 3-й раз. Актриса призналась, что новость о беременности была для них полным сюрпризом, однако они безумно рады и с нетерпением ждут появления малышки на свет и даже выбрали для нее имя. Свою дочку актеры планируют назвать именем Лейла. Ну а пока Халид и Биргюзар наслаждаются отдыхом на морском побережье, о чем свидетельствуют фото в инстаграме актрисы. Что касается работы, учитывая текущую беременность супруги и тот факт, что их второй сын появился на свет в разгар пандемии, актер принял решение по максимуму ограничить социальные и рабочие контакты, чтобы оградить свою семью от возможных неприятностей. Эргенч решил отказаться от съемок на какое-то время и уделить внимание семье и детям. Хотя все же его можно было увидеть в небольшой роли в полнометражном турецком фильме «Дилемма Азиза». А на вопрос журналистов о том, когда он планирует вернуться на экраны, Халид отвечает, что уже рассматривает предложение, и в скором времени мы сможем лицезреть его в новом проекте. Интересные факты. Актер не брил бороду с того момента, как узнал, что будет играть в сериале «Великолепный век». В общей сложности Халид отращивал бороду около 4 лет. Одно из хобби Халида Эргенча – дайвинг. У Халида есть 2 старшие сестры, появившиеся на свет в предыдущем браке его отца, и 4 братьев и сестер. Они родились в последующих союзах Эргенча-старшего. Халид Эргенч прекрасно поет и даже принимал участие в одном из турецких концертов. Друзья, на этом все. Как всегда, благодарна за ваши лайки и комментарии. Не забывайте предлагать имена актеров и актрис для будущих роликов. А также подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересных историй. До встречи!